Добрый день, уважаемые зрители! В этом видео мы разберем, как правильно выбрать семена газонной травы и не ошибиться с выбором в этом разнообразии предлагаемых на рынке сортосмесей. Речь пойдет о злаковых газонах. Перед покупкой газонной травы нужно определиться, какой конкретно газон вам нужен. Сортосмеси подразделяются на несколько видов. Первый – это универсальный газон, второй – спортивный газон, третий – засухоустойчивый газон, четвертый – теневыносливый газон, пятый вид – это газон с маленьким травостоем, вот как сейчас я стою на грине. То есть у нас газончик очень-очень низкий. Он выглядит как искусственный, но на самом деле это вот такая травка. Вот. Мы дальше рассмотрим, что конкретно и какие составы трав входят в этот газон, и для чего он нужен, и где его применять. Еще один вид газонов, который используется, это газон в монокультуре. Также есть газоны, которые очень быстро всходят. Теперь пошагово разберем каждый из них и на что стоит обращать внимание, когда вы покупаете, берете пачку в руки и читаете состав. Чем отличаются каждый вид от остальных. Первый вид, который мы рассмотрим, это газон лилипут, так называемый. Здесь я стою на грине, можно показать. Вот грин – это площадь возле лунки. Вот, используется на гольф-полях. На границе грина между обычным газоном и грином вот, для гольф-поля очень хорошо видно разницу между травостоем. Сейчас я опущу пальцы. Вот здесь порядка 3 сантиметров, а здесь даже не превышает высоту моих пальцев. Вот. И, казалось бы, этот газон классный, за ним не надо ухаживать, он низкий, его не нужно стричь. Но так как на нем используется полевица побегоносная, она очень любит очень сильно воду. Если вы будете слабенько его поливать, естественно, она будет болеть, выпадать и так далее. Вот. Также полевица побегоносная нуждается в очень частой стрижке. Ей нельзя давать отрастать. Почему? Потому что если она отрастает, то газон со временем изреживается. Также полевица побегоносная очень подвержена заболеваниям, особенно снежной плесенью. Поэтому уход за таким газоном гораздо сложнее, чем за вот таким обычным универсальным. Это очень важный момент. Поэтому прежде чем покупать газон лилипут, задумайтесь, сможете ли вы за ним ухаживать. Потому что здесь ухаживают профессиональные садовники, вот, поэтому он в таком состоянии. Следующий газон, который мы рассмотрим, это универсальный. Он подойдет большинству садоводов. Почему? Потому что в его составе присутствует, как правило, разнотравье. То есть там используется овсяница красная, райграсс, какой-то процент мятлика, вот, другие виды овсяниц. И такой газон, он в принципе универсален для любых площадей, и за ним не требуется такого ухода, как за монокультурой, например, или же тем же газоном лилипут. Если вы не уверены, что вы будете очень качественно ухаживать, подходить к газону, то это ваша смесь. В следующей смеси преобладают травка, овсяница, овечья. Эта смесь называется засухоустойчивая. Это травка с узеньким листом, и она не требовательная к влаге. Но такая травка не заменяет, то есть если у вас кусок такого газона выпадет со временем, то вам обязательно нужно будет его подсеивать, потому что она растет кустиками и не разлазится, например, как мятлик. Вот. Поэтому если ваш выбор пал на засухоустойчивый газон, обязательно имейте запас семян, вот, для того, чтобы подсеять ее, например, после зимних морозов и выпадения каких-то кусочков газона. Следующая смесь, сортосмесь, это спортивная. На ней остановимся поподробнее. В спортивной смеси преобладает в составе мятлик. Почему? Мятлик очень отлично восстанавливается за счет своих подземных побегов. Вот, как у всем нам известного пария, он постепенно распространяется и очень быстро самовосстанавливается. Поэтому на газонах с большой нагрузкой, вот, таких газонах, как на спортивных полях футбольных, в парках, где гуляют дети, например, на детских площадках, на гольф-полях, как здесь, обязательно сеют сортосмеси, в которых преобладает мятлик. Если вы покупаете коробочку, вы смотрите на состав, мятлика должно быть не менее 50% в таком составе. Мятлик чем еще отличается? Если посадить одно растение мятлика, то примерно где-то через 3 года это растение сможет занять площадь около 1 квадратного метра. Это его огромное преимущество. Поэтому мятлик добавляют в принципе все сортосмеси. Но особенно это важно в спортивных сортосмесях. Следующая сортосмесь подойдет тем людям, у кого участок достаточно затенен, у кого есть большие деревья,
это может быть пространство в саду, например. Вот. Этот газон называется теневой. Сортосмеси этого газона называется теневой. Считается, что овсяница красная больше всего подходит для таких участков. Сразу скажу, что нет газонной травы, которая растет в глухой тени. Поэтому теневой газон, это означает, что минимум 50% в день туда попадает солнышко. Тут можно очень хорошо заметить. Вот здесь у нас овсяница красная очень густая. Вот здесь попадает солнышко, и газон достаточно плотный. А вот в этом месте, где уже сильная тень от деревьев, газон изрежен. Вот видно проплешинки маленькие, то есть он как бы есть, но очень редкий. Поэтому, если вы выбираете, если у вас очень теневой участок, то лучше там газон не сеять. Лучше там посадить какие-нибудь многолетние цветы, вот, которые выдерживают тень. Ну, например, барвинок. Следующий вид сортосмеси называется ремонтный или быстрые всходы, так называемый. Что преобладает в этой сортосмеси? В этой сортосмеси преобладает райграсс. Он, в принципе, добавляется во все сортосмеси, как правило, в небольшом проценте. Но так как он не очень долговечен, плюс обладает большой скоростью роста, всходов, вот, поэтому его стараются добавлять немного в сортосмеси. Но для ремонтных сортосмесей это очень важный злак. Почему? Потому что он всходит в течение недели. Летом, когда температура воздуха прогревается до 28 градусов, 25, райграсс всходит примерно за 6 дней. Также его добавляют в сортосмеси для того, чтобы получить очень быстрый эффект зеленой травки. Потому что не каждый садовод знает, что мятлик, например, газон из мятлика очень долго всходит. И его обгоняют сорняки, и с ними очень тяжело бороться. Поэтому в каждую сортосмесь для продажи широкого населению вот, добавляют райграсс. И в такой смеси, как ремонтная, он присутствует в большем количестве. Как правило, это 50 и выше процентов. Но газон из такой травки не очень долговечен. Поэтому лучше их приобретать по назначению, то есть для того, чтобы подсеять какую-то проплешинку или еще что-нибудь, заменить где-нибудь кусочек газона, то есть именно для подсева. Еще один газон, который стоит тоже не обойти своим вниманием, это газон в монокультуре. Это обозначает, что используется один вид семян. Как правило, используют либо овсяницу красную, либо же мятлик, либо же полевицу побегоносную. Как известно, полевица побегоносная, она используется на очень низких газонах, сложный уход. Овсяница красная тоже классное растение, вы его используете, если вам нужен светлый такой насыщенный изумрудный оттенок, вот, то овсяница красная вам подойдет. Очень классная травка. Также в монокультуре очень часто используется, особенно его используют производители рулонных газонов, это мятлик луговой, ну, либо его сорта. Мятлик луговой отличается устойчивостью, долговечностью и более темным зеленым цветом. Но стоит очень серьезно к этому отнестись, потому что уход за всходами именно, то есть после того, как вы посеете, очень сложный уход за семенами монокультуры. Такие культуры, как мятлик, очень долго всходят. Вот. Если это не летний период, а, например, осенний либо весенний, то всходы могут даже всходить до 2 месяцев практически. Вот. И растения слабенькие, набирают только силу на 2-й год. Вот, например, у того же мятлика. Поэтому очень-очень сложно за ним ухаживать, потому что сорняки обгоняют, пытаются задушить ваш газон, вот, и времени надо очень много. Поэтому прежде чем остановить свой выбор на моносмеси, очень хорошенько подумайте, сможете ли вы довести его до нужного состояния декоративного. Вот, потому что требуется очень много времени и усилий. Есть как альтернатива, вы можете приобрести рулонный газон от производителя и избежать этих 2 лет и сразу уже определиться, то есть с монокультурой, и сразу без всякого ухода получить нужный вам газон. А еще один фактор, который может влиять на выбор газона, это почва на вашем участке. Это может быть супесчаная почва, глинистая почва, либо же у вас очень близко грунтовые воды. Там, где близко грунтовые воды, желательно выбирать полевицу побегоносную, либо мятлик. Мятлик, кстати, может расти, где глубина залегания грунтовых вод порядка где-то полметра,
до метра. Вот, то есть мятлик там спокойно растет. Овсяница красная уже не так. Овсяницы вообще растения более засухоустойчивые, и как бы их лучше сажать на песчаных почвах. Поэтому если у вас более песчаный грунт, вот, лучше вам остановить свой выбор на овсянице красной. Также если суглинок, естественно, тут выбор семян может пасть на любой вариант, но обязательно нужно почву облегчить, потому что на суглинках газон задыхается, болеет фузариозом, снежной плесенью и так далее. Вот, поэтому обязательно на глине и на тяжелых суглинках газон вам не стоит сеять. Ну, разве что полевицу побегоносную, но она и так болеет очень сильно. Еще один очень важный момент — это производитель газонов. У нас сейчас очень много появилось сортосмесей, которые делаются местными, так сказать, смешивателями. Вот. Но если вы собираетесь себе газон посеять на очень долгий промежуток времени, обязательно старайтесь покупать семена именно от производителя. Потому что есть люди, которые покупают семена у производителей, смешивают их в какой-то пропорции, заворачивают это все в красивую упаковку и продают. Вот. Но такие компании, как правило, недолговечны. И здесь как раз очень важный момент. Я хочу показать. Вот здесь у нас газон, видно, что он подсевался, и подсевался разными сортами. Вот здесь вот у нас светлый газон, видите, такое большое достаточно пятно, и дальше идет темный. Вот, скорее всего, светлый газон — это овсяница красная, а темный газон — это мятлик. Вот. И если вы будете подсевать, то есть вы посеете газон одним сортом, и через время захотите подсеять, а забудете, что вы покупали, либо не найдете это в продаже, то, соответственно, вы купите другой газон и начнете подсевать свой. И у вас будет эффект такого как военная сетка, то есть разноцветная, то есть много разных зеленых красивых цветов, но они все разные. И, соответственно, газон будет пятнами. Поэтому, если вы хотите получить равномерный газон, обязательно запоминайте семена, которые вы купили, сохраняйте это где-то, и со временем покупайте те семена, которые вы изначально посеяли. Если же вы стелите рулонный газон, обязательно спрашивайте у производителя, какой компании семена они используют для производства своего рулонного газона. Это очень-очень важный момент. Если вы не хотите получить через какое-то количество лет такой газон в пятнах, потому что каждая травка, каждый разный сорт, он отличается слегка полутоном, толщиной листа, и из-за этого может при подсеве очень сильно нарушать красивую идеальную картинку. Поэтому это очень важный момент. Покупайте семена только от производителя. Старайтесь покупать. В мире, в принципе, немного производителей. Я могу назвать парочку для начала. Это, например, Баренбрук и Жаклин Сид. Американская компания, насколько я знаю, или канадская. Также у нас в Украине, например, очень долго продается Трифолиум. Очень хорошая тоже компания, тоже хороший красивый газон. Даже в таких газонах, когда создают смеси, они очень сильно обращают внимание на цвет и толщину травинок. Поэтому даже разносортные смеси, то есть там, где присутствует и овсяница, и мятлик, они все подобраны по цвету таким образом, что газон у вас очень равномерный. Поэтому стоит доверять только проверенным производителям, если вы не хотите потратить свои деньги впустую. Сейчас у нас газон ровненький, это фактор, о котором я забыл сказать. Почему? Потому что он недавно подстрижен. Но разные сорта и виды семян, они по-разному отрастают. Например, райграсс, он всегда обгоняет остальные культуры. У мятлика, у него больше листики располагаются вширь, за счет чего он классный и очень быстро восстанавливается после стрижки. Овсяница красная, она растет больше таким маленьким частоколом. Поэтому, почему еще важно покупать семена от производителя? Потому что по скорости роста они подбирают семена, то есть разные виды, чтобы одинаково отрастали. Чтобы газон не стриженный у вас не смотрелся такими волнами непонятными. А был более-менее равномерный. На что еще стоит обращать внимание? Это точка продажи. Обязательно покупайте у сетевиков, не на рынке, семена газонной травы. Почему это важно? Потому что сетевики не будут заморачиваться, где-то выискивать дешевле, то есть они торгуют производителями, как правило, и в больших объемах. Поэтому
им выгодно, чтобы у них были качественные семена. Поэтому старайтесь брать именно в сертифицированных точках продажи газонные семена. Еще один момент очень важен при выборе семян – это тара. Я за свою практику видел, когда газонные семена даже пакуют в полиэтиленовые пакеты. Но это живой организм, поэтому правильные газонные семена упакованы в бумажную тару, чтобы тара дышала. Вот. И при этом обязательно очень важно смотреть на тару, и обязательно она должна быть чистой, без каких-то водяных знаков, то есть признаков, что она намокала, вот, обязательно. Вот. Ну и, естественно, на таре должен быть обязательно у всех семян есть срок годности. Вот. Обязательно смотрите на срок годности, потому что срок годности у газонной травки, как правило, где-то около 5 лет. Ну, бывает меньше, бывает больше, в зависимости от того, где она, в каких условиях хранилась. Вот. Поэтому обязательно на это обращайте внимание. Вот. Впрок тоже семена не покупайте. Также очень важно рассчитать норму посева. Вот. Как правило, где-то идет 30-40 грамм на квадратный метр. Вот. Но лучше купить больше, примерно где-то на 20% больше семян, для того, чтобы, если вы не профессионал, вы можете использовать семена и не досеять площадь. После того, как вы приобрели семена, обязательно откройте упаковку и посмотрите на цвет, и обязательно понюхайте семена. Они должны пахнуть свежим сеном, вот, ну, либо свежей соломой. Если семена подплесневели, имеют какой-то неестественный золотистый цвет. Ну, как, в принципе, в последнее время семена даже обрабатывают специальными веществами, с красителями. Вот. Но если что-то с ними неправильно, обязательно их верните. И последний фактор, на который я хотел бы обратить внимание, это цена. Цена не играет роли в выборе семян. Если вы хотите качественные, классные семена купить, вот, цена – это последнее, на что вам стоит обращать внимание. Потому что, как правило, не очень хорошие сортосмеси, они стоят дешевле. Это естественно. Вот, поэтому цена – это фактор, на который вообще не стоит обращать внимание. На этом наш видеообзор и наша инструкция заканчивается по выбору семян. А всем, кому непонятно что-то или возникли вопросы в течение обзора, оставляйте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!